Всех приветствую, с вами Юлия, это мой канал. В этот раз я подготовила для вас интересный выпуск с примерами на всем для вас известных личностях, селебрити. Примеры наглядные, как работает знание о своем стилевом типаже. Что происходит, когда человек чувствует свой стилевой типаж, свои линии, формы. Что происходит, когда человек имеет чувство стиля, чувство вкуса, либо хорошего стилиста, который правильно одевает эту знаменитость, то есть вторит природным формам, линиям, фактурам внешности, зная его стилевой типаж, достоинство его внешности, и что происходит, когда человек идет против своих природных данных. Вот такая будет интересная подборка. Селебрити, одетые по стилевому типажу, в соответствии с ним и против него. Я решила начать с драматиков-романтиков. Рената Литвинова у нас относится к данному типажу. Доминанты ее лица приблизительно 50 на 50 поровну, и от романтика, и от драматика. В фигуре доминирует драматик. Что неприемлемо для этого типажа внешности? Как вы уже можете заметить, натуральский стиль, то есть рекомендации, которые работают на натуралах, расслабленный силуэт, грубые потертые фактуры, отсутствие макияжа и прически, ветер в волосах – все это удачно для натурала, но неприемлемо для драматиков-романтиков. Также гаминный девочковый стиль, короткие стрижки, супердинамика не украсит внешность типажа, огрубит его и сделает нелепым. Лица этого типажа очень сложные, противоречивые, одновременно выразительные. Этого требует и их стилистика. На фото слева целых два драматика-романтика Рената Литвинова и Татьяна Друбич с разными доминантами в лице и фигуре, но очень органичными в подходящих им образах. Диапазон этого типажа от чистой драмы, удлиненных, элегантных, четкого кроя фасонов с приталенностью и крупной угольностью, почти до самого романтика. Оговорка лишь в тканях. Если используются силуэты романтика, масштаб принта должен быть средним и крупным, четким и в держащей форму ткани. Если используются тонкие ткани, они должны драпироваться и быть четкими по фигуре в своем фасоне. Баланс драмы и романтики, честно говоря, лучше всего. Ксения Собчак тоже относится к типажу драматик-романтик, как уже видите, с доминантой драматика в лице и равнозначными доминантами романтика и драматика в фигуре. Смотрите, далеко не все представительницы этого типажа Софи Лорен, но оно нам и не надо. Мы за индивидуальность в 21 веке. Но, что важно, снова игра в натурала, натуральские прически, примерка на себе натуральско-романтических образов превращает данный типаж в тетю Дусю из деревни Дуракова. И смотрим, что происходит с Ксюшей в ее линиях, в ее фактурах и правильных укладках волос. Гладкие и сияющие мерцающие фактуры, угольные линии. Структурные волны волос, гладкие укладки, правильный макияж, не пушистые теплые ткани, удлиненные украшения. И даже кружево, посмотрите, как плотное кружево в переплетающихся друг в друга линиях преобразило нашу Ксению. Вот она, королева. Натуралы драматики. За пример Олеся Судзиловская, российская актриса и телеведущая. Смотрим, что происходит слева с внешностью. Кудряшки в стиле чистого романтика и гаминно-романтическое короткое платье. Тут-то можно и задуматься об истинной принадлежности к полу актрисы. Кажется, будто мужчина нарядился в женщину. Или вверху романтико-драматическая укладка и макияж. Грубо, странно, даже пугающе. А вот эффект мокрых волос на ветру, драматическая укладка или коса, соединение крупных плавных линий и углов в нужной фактуре. Амазонка, царица, супермодель. Гамин-романтик, представительница типажа миниатюрная девушка, украинская актриса Мила Сивацкая. Слева в образе натурала паренек-неформал, копия мой троюродный брат в юности. Вверху образ натурала-драматика, эффект девочка нашла мамину кофту. Грубо. Справа грубые фактуры натурала у лица, и эта вуаля юная особа превратилась во взрослую женщину за 40, хотя Миле сейчас всего 19. Но, к счастью, чаще эту милую девушку можно увидеть одетую по своему типажу. Сочетание гаминных линий и ткани романтика, динамика у лица в принте, гаминно-романтических украшениях, движение прядей волос у лица. Как видите, не всегда обязательно гаминно-романтику обрезать волосы в короткую стрижку. Нужно лишь добавить динамики. Гамин-натурал Лариса Долина. Слева примерила на себе образ гамина-романтика. У меня возникла ассоциация с фильмом «Оно». Внизу примерила романтико-драматический образ. Ох, вульгарно. А справа натурал-романтик? Нет,
Не стоит. Гаминно-романтические образы особенно не подходят певице. Лицо становится грубым, злым и напоминает клоуна. А в своих линиях Лариса Долина очень даже прекрасна и гармонична. Сочетание натуральских фактур и принтов, гаминная разбивка силуэта, сочетание крупных плавных линий и деликатных углов. Все в точку. А вот натурал-романтик Наталья Королева. Слева направо играем в гамина, потом в гамино-драматика, в гамино-натурала и гамино-романтика. Что мы видим на всех этих фото? Лицо будто отекшее, расплывшееся от всей этой геометрии. А где прекрасные женственные формы Королевой? Она очень любит примерять на себя разные образы как в жизни, так и на сцене. Но несмотря на контрастный колорит Наташи, чистая зима, ей нельзя забывать, что натурал-романтик – это двойная мягкость, которая так нужна ее внешности. Сочетание деликатных округлостей романтика и крупных плавных линий натурала – эти женщины – природные богини, пастушки, русалки и лесные феи. И вот здесь мы видим это все. Правильные линии, акварельные принты, мягкость, текучесть линий и тканей, слегка небрежная свобода, плавность и ветреность в волосах. Вот она, природная богиня, вот она, цыганка, дитя природы, вот она, лесная фея, русалка, вот она, роскошная чувственность и мягкость. Драматики гамины. И встречайте Ольгу Бузову. И снова ощущение от фотографии, будто молодой человек меняет свой пол на женский, или парень переоделся в девушку. Гаминно-романтическое платье на драматике гамине ростом в 180 сантиметров. Гаминно-романтический образ справа. Подозрительно дешево. Или драматик-романтик вверху, на пару с другой дамой. И снова тема трансвеститов, простите. Все это не та опера для драматиков-гаминов. Но благо у Ольги, скорее всего, появился грамотный стилист, или она все-таки нашла себя. Графичные укладки и стрижки, четкий крой, асимметрия, контраст, разбивка силуэта, доля динамики. Потрясающе! Даже если хочется романтичности и кудрей, дайте рваный контур стрижки, асимметрию волосам, дайте четкости линиям, дайте графичности, дайте структурности. Все возможно, но в своих рекомендациях. Простите за иногда жесткие комментарии в оценке образов, но, думаю, примеры были убедительны, чтобы понять, насколько важно знать свой типаж внешности, знать свои доминанты в лице и фигуре и не противоречить им, а напротив, правильно подчеркнуть и затем сформировать свой собственный стиль. Хочу поблагодарить своих верных клиенток, которые присылают мне фото и благодарности, у кого изменилась жизнь после преображения. Это для меня самое приятное, что может произойти, что питает, так сказать, мой потенциал к работе и подбадривает меня продолжать делать то, что я делаю сейчас. А также жду от вас положительных оценок этому видео. Кто еще не подписан на мой канал, буду рада, если вы будете со мной. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.